Всем привет! В этом видео я доделываю кирасу рыцаря Конрада фон Хеллингена. Сейчас я чеканю рельефные ребра на тассетах кирасы. С помощью таких изгибов тонкий лист становится в разы жестче, а кроме этого еще и красивее. Внизу листа у меня зубило, которое стоит ровно на линии будущего ребра. Я не вижу сквозь металл, и поэтому я научился понимать, где именно стоит зубило. Для этого нужна практика. Бойком молотка нужно бить рядом с зубилом, отступая примерно 3-6 мм. Тогда сталь изгибается в необходимую форму. Пользуясь случаем, хочу рассказать вам древнюю легенду. По преданию, когда у мастера ломался сложный инструмент, он посылал своего подмастерья в город Брест, в известную ремонтную мастерскую. Ведь даже в те времена знали, что Александр М. Брест ремонтирует так, что и болгарка лучше отрезает средневековую крицу, и дрель сверлит даже знаменитую инсбрукскую сталь, и даже ленточная пила как-то легче отпиливает рыцарю ногу. Кстати, в летописи некоего Рептилоида была запечатлена первая ссылка на его канал. Эту ссылку передавали из поколения в поколение. Она прикреплена в описании, и вы можете совершенно бесплатно пройти по ней на канал Александра и узреть человека, который еще в 16 веке чинил перфораторы и шуруповерты. Записи Рептилоида не могут врать. Начинаю изготавливать вальцовку на тассетах. Это несложное действие, и ее можно сделать на холодно, кроме некоторых мест. На углу я нагреваю сталь, чтобы поворот вальцовки был плавным и аккуратным. Поправляю болгаркой грани треугольных вальцовок на кирасе. Далее, за кадром, я увязал все детали кирасы проволокой, чтобы избежать искривления геометрии при закалке. Нагреваю нагрудник в электропечи до 830 градусов и закаливаю на воду. После этого делаю отпуск при температуре 300 градусов. Это 30 КГСА, и для доспехов ей подходит именно такой режим.
За кадром были собраны основные детали, и теперь можно увидеть, как будет выглядеть готовая кираса. Осталось сделать пару мелочей. Одна из них – это герб на нагруднике. Сначала я думал вытравить его с помощью соленой воды, ватки и блока питания, но после пары экспериментов решил, что аккуратнее это сделаю бормашинкой. А для того, чтобы было интереснее, я это буду делать по уже закаленной стали. Что не убивает нас, делает нас сильнее. Но фрезы на моей бормашинке сразу послали меня и начали дохнуть. Мне пришлось продолжить этот геноцид, пока герб не был полностью готов. Как видите, кираса практически готова. Осталось заклепать несколько заклепок на передке и на задке в аналогичном месте. И осталось сделать одну странную вещь, которую я на самом деле не очень понимаю. У нас на оригиналах музейных в этом месте есть клиновидный вырез. Для чего он, я не знаю. Колющий удар в военном средневековом ремесле — это очень эффективный прием для устранения противника, и по каким-то причинам мы оставляем сбоку дырку для того, чтобы туда могли засунуть кинжал, мизерикордию, колющий удар, который может сюда залететь. Если знаете, напишите, для чего эти вырезы здесь есть, потому что я очень много замечал на доспехах 16 века в музеях характерный клиновидный вырез на детали талии. Возможно, это обусловлено технологическим процессом, хотя мне кажется, что такую форму, не делая вырез, вполне можно сделать. Повторюсь, если вдруг кто знает разгадку этого феномена, то напишите в комментариях. Ну а я тем временем все-таки сделаю этот вырез, потому что он запланирован, так как эта кираса собирается с максимальным соответствием к историческому оригиналу. Я сразу запланировал, что эти вырезы у меня будут. Поэтому я смело просверлил отверстие, которого нету на оригинале. И это отверстие для меня является техническим. Я теперь его вырежу.
Отдельно к этому комплекту были изготовлены горжет и плечи. Вот комплектик. Сначала нужно одевать горжет, а потом уже кирасу. Руки можно пристегивать независимо от того, есть ли кираса или нету кирасы. Вроде бы так. Удобнее, конечно, пристегнуть после кирасы. Но я сейчас снимать не буду, я так одену. Получается вот такая красота. И кроме этого, тут есть еще и шлем. Шлем, понятное дело, тоже из комплекта Кунста Шотта фон Хеллингена. В этом видео я закончил делать кирасу. Есть еще несколько серий про изготовление этого доспеха, и ссылки на них вы можете найти в описании.